Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю вам рассмотреть древние цивилизации гигантов. Дело в том, что у историков множество существует загадок, загадочных технологий, загадочных объектов, и получается, что не хватает каких-то гигантских частей пазла для того, чтобы сложить представление наше о прошлом Земли. О том, кто же создавал это прошлое, эти объекты. И ответом на этот вопрос-то и есть как раз рост людей прошлых цивилизаций. А именно цивилизаций, которые использовали гигантов, гигантских людей, которые были руководимы тоже гигантскими людьми. И я предлагаю в этом видео как раз показать массу этих фактов и уже ответить на вопрос не просто были ли гиганты, великаны и подобные им титаны, но и показать, что это было фактически на всем промежутке времени, фактически они дожили до наших дней, пока где-то в 17-18 веке следы этих гигантов, их цивилизаций, их творения, их рук не начались массово уничтожаться. Поэтому я предлагаю вам начать, потому что то изображение, которое вы видите у себя на экране, показывает, что например, на севере у нас существует множество камней, когда гигантские камни стоят на маленьких камнях. Подобно простому человеку не под силу. Но если человек, например, раз в 10 выше обычного человека, конечно, это можно сделать легко и просто. Поэтому иллюстрации из книг, множественные письменные свидетельства говорят о том, что просто строители были другие, поэтому у них и были другие возможности. То же самое можно увидеть фактически в любом временном промежутке. Вот иллюстрация о том, как действовал святой Патрик. Обратите внимание, и сам святой Патрик гигант по отношению к тем девушкам, которых я выделил красными стрелочками. И за ним стоят его последователи, тоже гигантского роста, то есть как минимум раза в 2 выше обычного человека. Мы уже здесь не будем обращать внимание, что святой Патрик почему-то действовал магическими методами. То есть фактически одна магическая школа заменила другую. Но факт остается фактом. Даже на этой иллюстрации присутствуют гиганты. А ведь это было не миллионы лет назад, а по описаниям сотни, тысячу лет назад. То есть совершенно недавно. И подобных фактов хватает. Вот еще одна иллюстрация, когда к папе римскому приходят различные люди, святые, простые. И что мы видим? Обратите внимание на вот синенькую стрелочку, которая лучше всего показывает, что рядом с гигантами присутствуют обычные люди. Причем это не вымысел художника, а как раз освещение тех вещей, которые существовали совершенно недавно. Пускай 1000 лет назад, пускай 1500, какая разница? Это ведь показывает, что были совершенно разные люди, и совершенно недавно они жили бок о бок. Причем подобных изображений масса. Обратите внимание на синюю стрелку. Обычный человек держит ногу упавшего гиганта, и можно сказать, что этот человек в лучшем случае доходит до пояса по росту для этого гиганта. Хоть он и лежит, но видно, что это лежит человек гигантского роста. И одному человеку в лучшем случае под силу держать одну его ногу, но не более, тем более никак его не утащить. А ведь это гравюры, изображения из книг совершенно недавнего прошлого, их масса. Масса, обратите внимание, опять же идет штурм крепости Звезды, красной стрелочкой выделен мужчина, который как минимум раза в 2 выше обычных воинов. Он держит в руках палицу, но это понятно, потому что оружие для такого человека тоже стоило бы гигантских средств. Легче вырезать какую-то гигантскую дубину. Опять еще один военный смотр. Опять нижняя красная стрелка, 2 гиганта с палицами. Верхняя красная стрелка, гиганты с палицами 5 идут подряд. Но обратите внимание на синюю стрелку. Я специально выделил, что это изображение в одном уровне. То есть за гигантами едет человек на лошади. И верхушка его головы достает, гиганту, пускай в район между пупком и грудью. Не выше, то есть гигант в 2 раза выше человека, который едет на лошади. То есть гигант, по нашему определению современного времени гигант. Я считаю всех людей гигантами, которые достигли роста выше 2,5 метров, потому что, даже для нашего времени это, мягко говоря, сверхнеобычно. Здесь же мы видим на одной только иллюстрации 7 мужчин гигантского роста.
Причем эта иллюстрация, опять же, относится к Европе, России, то есть именно к этому региону. Это не где-то там, а именно здесь у нас недавно, то есть регионы, которые показывают, что, опять же, некое шествие на Рождество наследника принца, гравюра 1710 годом датирована. Обратите внимание, опять же, на синие стрелки внизу, два гиганта с палицами, и если вот макушка их головы достает до макушки головы того, кто едет на лошади. А те, что выделены красными стрелками, обратите внимание, так они по своему росту еле войдут в триумфальную арку. То есть, какой рост этих двух гигантов? 10 метров, 20? Ну, конечно, все зависит от триумфальной арки, но факт остается фактом. Художник прекрасно выделяет из изображения гигантских людей, которые ростом иногда в 2 раза выше обычного человека, а может даже и более. То есть, и это ведь факты, опять же, это 18 век. То же самое мы видим, опять же, на тех же средневековых зарисовках, когда мы видим, что рядом стоит, вот синяя стрелка выделяет обычный человек, рядом с ним два гиганта, и они даже в сидячем положении на голову выше стоячего человека, и на 2 головы выше рядом с ним сидячих людей. То есть это гиганты, ну конечно гиганты, это гигантские люди. То же самое это гравюра священнослужителя, который в 2 раза выше обычного человека. Это одна из фресок в Помпеях после раскопок. Мы видим, что обычный человек, это не ребенок, а простая служанка, поправляет одежду гигантской женщине, белокожей, но рост у нее гигантский. То есть служанка в лучшем случае, ну, чуть выше колен этой женщины. И она ей помогает для того, чтобы правильно лежала ее одежда. То есть видно, что это живой человек. Поэтому подобных иллюстраций, гравюр, книжных описаний людей, когда люди в лучшем случае, ну, чуть выше колена гигантов, их масса присутствует, причем вот здесь это датируется 1771 годом. То есть о чем это, почему этого нет в учебниках истории, почему эта наука не замечает. Причем это ведь описано даже в Библии. Даже если взять Библию, то там рост от Адама до нашего человека современного, то есть изначально был рост 4,5 метра. То есть это минимум, по другим свидетельствам вообще 10. А рост наших современных людей, ну, 1,8. То есть многократное уменьшение продолжительности жизни и роста. То есть это есть даже в Библии. Это те источники, которые как бы сейчас больше всего почитаемы и читаемы в мире. И никто это не отрицает, говорит, да нет, этого не может быть. Есть же. Но мы теперь можем понять источник появления этих гигантов. Откуда же они брались на нашей земле? Исчезли они, понятно, от катастроф, но откуда источник их появления? А источник оказывается очень простой. Теперь мы можем понять, что описание как бы мифов, легенд говорит о том, что в полой земле живут гигантские люди. Именно там для них лучше всего подходит атмосфера, и именно там их рост достигает от 3,6 метров до 4,5 метров в высоту. Конечно, все зависит от продолжительности жизни. Женщины там в среднем от 3 до 3,3 метров ростом. То, что они уже белокожие, светлолицые, то, что они говорят на языке, похожем на санскрите, это тоже говорят легенды, но факт остается фактом. То есть, опять же, легенды гласят, что после гигантских катаклизмов эти гиганты опять выйдут на поверхность Земли для того, чтобы помочь восстановить остатки от той цивилизации, которая к тому времени уже останется. То есть, существуют эти люди? Существуют. Они постоянно выходили на поверхность для того, чтобы восстановить цивилизацию после ее гибели. И в первую очередь от внешнего вмешательства, и в первую очередь от как раз конфликтов между людьми, которые опять же были спровоцированы другими цивилизациями. То же самое мы видим в книге 17 века, которая называется «История монстров». Все ссылки на материалы, как всегда, будут в описании. Вы там можете увидеть описание гигантов с различных континентов, то есть европейских и как раз американских. То есть это гиганты описаны не только на европейском континенте, в России, но и в Америке. Друзья, вы знаете, что я давно сотрудничаю с брендом Синтезит. И главный продукт имеет фантастические свойства, подтвержденные исследованиями известных ученых и НИИ, и отзывы сотен потребителей.
среди которых также есть известные люди. Однако хотел бы обратить ваше внимание, что у них также есть большая линейка различных добавок, которые хорошо показали себя в сочетании с синтезитом. Например, синтезит сердца-сосуды с куркумином. Он имеет мощнейшее противовоспалительное и антиоксидантное действие. Синтезит иммуноактив с водорослью фукус, которую называют секретом японских долгожителей. Синтезит суставы и синтезит коллаген. Отличные препараты для профилактики проблем с суставами. Все эти продукты можно купить на сайте Синтезит или на маркетплейсах. Обратите внимание на эти стрелки, синие, красные, где показаны гигантские люди. Иногда просто на голову выше, а иногда даже на 2-3 головы выше тех, рядом с кем они изображены. Это где-то район Вирджинии, как бы современный. То же самое книга об Америке 17 век, новейшие сведения, уникальные какие-то животные большого размера и гигант вместе с простыми людьми присутствует. Та же карта Южной Америки 16 век. Видно, что гиганты, мягко говоря, не похожи на обычных индейцев, то есть это те же выходцы из полой земли. Это Патагония, максимально близко к Южному полюсу, рядом с ним простой человек, тоже не похожий на индейца. И все они имеют рост выше 3 метров. То же самое изображение 1764 год. Гиганты в Патагонии все еще присутствуют. Обратите внимание, женщина и ребенок белобрысые. Сам гигант выше как минимум на 2 головы европейца. Но европеец вроде не маленький, как бы он нарисован достаточно высокого роста. То есть и они еще существуют. И опять же это в Патагонии. Вы спросите, ну так где же эти костные останки? Да, их находят, но опять же в наше время выплывает информация, что на Смитсовский институт подали в суд для того, чтобы они признали факт того, что они уничтожили тысячи этих артефактов, то есть этих гигантских скелетов. Они находили их в различных частях американского континента, в первую очередь в курганах, хочу это подчеркнуть. Именно там захоронены люди высокого роста. Не уничтожали, то есть до нас доходят только единичные кости, которые сохранили энтузиасты, те же работники того же института их спасли, и которые мы сейчас можем видеть, и нам говорят о том, что да, их признали они это, но еще не обнародовали официально, то есть они постоянно оттягивают признание этого факта. Хотя факты налицо, и факты присутствуют по всем континентам. Та же Индия, опять же строительство моста Рамы, гиганты строят ростом 8-10 метров. По славянским легендам это событие не могло произойти позже, чем 6000 лет назад. И опять же присутствует гигантский рост. Для того региона, опять же, характерно описание зубов Будды, так называемых, которые сегодня хранятся в храмах, но они же описаны в книге монстров. То есть, а это зубы Будды не просто, которые вчера появились, то есть они их знали люди еще фактически 400 лет назад и описывали их в этой книге. У меня по этой книге есть видео, она будет в конечных заставках. К этому видео переходите, смотрите, она существует, там есть первоисточник. Ну, самое основное, как говорится, зло кроется в деталях. Посмотрим на 2 из 32 основных признаков Будды. Пальцы рук соединены перепонками. Имеет все 40 зубов. Вот такой вот Будда. Высота его, ну, по моим данным, скорее всего, была до 4 метров, потому что он прожил всего-то 80 лет. Но то, что пальцы у него соединены перепонками, и он имеет 40 зубов, наводит на определенные мысли, что как раз он, скорее всего, принадлежит к племени именно антов. Вполне возможно, что гиганты — это именно гигантские существа, человекоподобные, вышедшие из воды. Почему я так говорю? Ну, потому что все мы знаем про существование Атлантиды, и где там были какие смеси, кто с кем смешивался. Это еще вопрос остается открытым. По тому же Будде известно, что его род был изначально выходцем с современных территорий Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областей, где-то в этом районе. И люди, которые смотрят мои видео, стали все-таки обращать внимание под свои ноги, чтобы посмотреть, а что же есть на наших территориях. И они видят, вот вам находка из Донецкого региона. Человек нашел аналогичный зуб, и это показывает, что легенды не врут, что действительно изначально род Будды где-то из этого региона, и множественные артефакты валяются у нас просто под ногами. Мы их не хотим замечать, проходим мимо,
Нам ведь сказали, что на наших территориях никогда ничего интересного не было, а на самом деле эти артефакты валяются у нас просто под ногами. Ну, а если уже речь зашла про ноги, то по миру существует тысячи следов гигантов. Например, опять же, тот же Дальний Восток, они все эти следы огульно называют следами Будды, но вот вам след Будды, то есть рост этого человека должен быть 50 метров. Я сомневаюсь, что Будда успел дорасти до этого роста. Есть даже и статуи 50-метровой Будды и выше, но это только говорит о том, что люди 50-метрового роста были. Ну, вы же понимаете разницу. 4,5 метра и 50 метров. Откуда 50-метровые тогда взялись? А вопрос оказывается прозаичный. Они с нашего Солнца. У меня опять же есть видео про обитаемое Солнце, где я показываю, что и сегодня НЛО прилетает и улетает в Солнце прекрасно. А так как гравитация в 28 раз превышает нашу, вот вам и вывод. Если у нас сейчас на Земле рост человека может быть 2 метра, умножьте 28 на 2, получается больше 50 метров. То есть именно выходцы из нашего Солнца, центрального Ярила, они могут иметь такой рост. Изначально. Ну, нам прекрасно известны легенды про того же Святогора. Когда Илья Муромец помещался ему в карман. А при этом рост Святогора должен быть минимум 50 метров. Ведь Илья Муромец жил примерно 1000 лет назад. Насколько это много или мало? Это фактически вчера по историческим меркам. То же самое мы видим в сказках Пушкина, когда гигантская голова, и с ней борется богатырь. Опять же, чтобы быть такой головой, рост богатыря должен быть метров 50. Но вы скажете, это все там фантастика, там произведения, придуманные народом. А как насчет учебника жизни для царских детей, который повествует о походе Александра Македонского? Так ведь по этому учебнику не просто учили царских детей Московии, по нему учили все дворы Европы. То есть на этом готовили элиту прошлого. И там как раз мы опять видим, когда Александр Македонский встречается с тем, кто высотой в 100 локтей, то есть это примерно как раз и есть 50 метров, и привязан медными цепями в горах Кавказа. Но ведь это нас возвращает к легенде о Прометее. Промень — это луч, то есть это тот, кто как раз спустился с солнца для того, чтобы опять же помочь нам наладить жизнь. Он подарил нам снова огонь, то есть использование света. А свет — это максимальный потенциал нашего явного мира. То есть он же Митра еще называется. То есть существование таких людей подтверждено документально, и поэтому учили прошлых руководителей. В той же книге мы видим истории про яблокоядцев. То есть это 24 локтя, то есть примерно 10 метров. Вопрос в том, что, скорее всего, эти люди как раз выходцы из какой-то другой именно структуры небесной. Скорее всего, вполне возможно, что Юпитера. Но Юпитер у нас называется у славян земля Перуна. А Перун, он же Зевс, в легендах живет на Олимпе. А Олимпы — это округлая летающая искусственная магнитная платформа. Или просто летающая магнитная платформа. Помело, такая же, как у Бабы Яги. То есть одна и та же технология используется. То есть те, кто живет именно в атмосфере Земли. У меня есть про Олимп отдельное видео, перейдите, посмотрите, оно будет в конечных заставках. И там я показываю, что все эти олимпийцы, это, скорее всего, описание как раз этих летающих городов, которые присутствуют в атмосфере Земли. И, скорее всего, оттуда и есть люди-выходцы, которые 10 метров. Тот же Зевс, ему была статуя 18 метров. То есть от изменений условий, скорее всего, может меняться и рост. То есть прибыли они с Юпитера, живут в атмосфере нашей Земли. Вот у них такой рост, 10 метров. То есть он может уменьшаться, увеличиваться. Все зависит от того, какое поколение живет. То есть если кто-то прибыл с Солнца 50 метров, то через 3 поколения этот рост начнет уменьшаться, потому что условия все-таки другие у нас. Это справедливо для других, почему мы встречаем на Земле множество различных ростов гигантов, когда рост 50 метров, 10 метров, 20, 18. То есть это все показывает о том, что гиганты, различные источники их появления, различные их прародители. Но факт остается фактом, что таких людей множество. В той же книге те же
люди описаны высотой в 4 метра или примерно 9 локтей. То есть как минимум 3 разных вида гигантов. То же самое мы видим и в сказаниях народов Севера. Перед вами сказание про гиганта. Вот эта селедка у него в руке, это кит. Так что сами можете представить, какого роста гигант. А в другой руке он держит как раз представителя народа Севера в их исконной лодочке. То есть размеры гигантские. Выход откуда, опять же, из-под земли. Все легенды об этом и говорят. Встречаются на севере. А это одна из реплик гигантской кости, найденной в Египте. Опять же, Египет основной источник подобных артефактов. Вот этот палец длиной 35 сантиметров. То есть вся эта мумия должна быть высотой метров 6. То есть если эти кости есть, но не прячутся, они не показываются публике. Есть отпечатки в глине подобных рук, которые даже в музеях находятся. Но, как говорится, воза и ныне там, никто не хочет замечать, что те же египтяне, они по сравнению вот с арабами, которые внизу пришли, они, мягко говоря, белокожие, белобрысые, гигантского роста. То есть вот вам иллюстрация, видно, что египтяне чуть другие, чем нам их представляют. То есть это уже пришлое население. Кстати, по генетическим исследованиям как раз больше подходит население Сирии, которые раньше жили в районе Египта. И видно, что гиганты, опять же, белокожие. Вот вам первоначальные зарисовки остатков этих храмов. Еще одна зарисовка, которая показывает, что действительно управлением занимались гигантские люди, то есть 6 метров. Поэтому им, скорее всего, и пирамиды было строить более сподручнее. Вам скажут, нет никаких следов гигантов, но они есть по всему миру. По всему миру присутствуют гигантские отпечатки. Я говорю, только на Дальнем Востоке их официально насчитали 1000 и назвали их следами Будды. Здесь мы видим и Африку, Австралию, Техас. Лучше всего видна вот Сирия. Почему Сирия? Обратите внимание, именно в том регионе сохранились подобные храм Юпитера, построен на гигантских блоках. Вот вам не только следы гигантов, но и следы их сооружений, которые предназначены для гигантов. То же самое есть их могилы в той же Сирии. Могила Авеля у Дамаска 5,71 метра и ширина 1,80 метра. Мухаммед Высокий у Алеппо 7,75 на 2,20. То есть даже эти могилы. Ну, конечно, вам их никто не позволит вскрыть. Но факт остается фактом. Там хранятся кости этих гигантов. Еще одна средневековая гравюра. Маленькие люди, гигантская дверь. Теперь вы понимаете почему. Потому что в Средневековье все еще гиганты существуют. Отсюда такие стандарты строительства. Вот это Франция, это Россия слева. И мы видим, что эти двери строили не просто так, чтобы какая-то правящая особа на лошади могла въехать в эти сооружения. А потому что люди были другие. Еще сохранялись гиганты высокого роста. Сохранялись их вещи, в первую очередь. Конечно, самое ценное это оружие, причем по всему миру, больше всего в Японии почему-то. Ну, это неудивительно. Япония как раз на период катастроф, она с 17 века вошла в период самоизоляции. Может, это и позволило сохранить подобные остатки оружия. То есть предметы есть, гигантов есть, оружие есть, есть. Вот вам Кипр, опять же гигантские топоры, гигантские сосуды. Теперь понятно, что как бы они использовались гигантами, поэтому могли себе позволить сделать такого размера. Книги гигантов, пожалуйста, сохранились. Сохранились вещи гигантов. Это коллекция Падре Креспи, это Америка. Гигантская корона, гигантские гитары. То есть все есть. Ну, конечно, наука это не хочет замечать. Ну, мы можем заметить, говорят, что и раньше и различная биосфера была побольше, чем наша сегодняшняя. То есть остатки все-таки были уничтожены. Но давайте делать выводы. По всей Земле находят останки прошлых цивилизаций, основой которых были люди гигантского роста, то есть примерно от 3,5 до 50 метров. Причем эти свидетельства в виде картин, мозаик, книг и личных вещей гигантов находятся в массовом количестве еще до середины 18 века. То же самое можно сказать, если посмотреть вглубь веков, когда по всей Земле присутствуют следы гигантов, оставшиеся в камне, их сооружения в виде мегалитов гигантского веса и размера, могилы и костные останки, принадлежащие людям, имевшим рост выше 3 метров. Больше всего археологических находок, свидетельствующих о гигантах, находят в Египте, на Ближнем Востоке и в Америке. Это может подтверждать теорию пола Земли,
по которой именно там живут люди ростом до 4,5 метров, и при благоприятных условиях они выходят на поверхность Земли и начинают ее осваивать, привнося высокие технологии деградировавшему человечеству. Обычно это происходит после катастроф или войн глобального масштаба, которые стирают большинство свидетельств о существовании гигантов на поверхности Земли в прошлом. Также имеются свидетельства о присутствии на Земле в прошлом людей-гигантов, сокращенно легов, роста 50 метров и более, например, таких как Святогор и Прометей. Они, скорее всего, являются выходцами или потомками тех, кто прибыл к нам с нашего Солнца, так как гравитация Солнца в 28 раз превышает земную и позволяет там существовать людям высокого духовного и физического развития, чей рост и может достигать 50 метров и более. Из-за долгой жизни на Земле следующие поколения легов теряли в росте, из-за чего на Земле есть свидетельство существования гигантов различного роста в пределах от 4,5 до 50 метров. Но нельзя исключать и прибытие гигантов более низкого роста с других планет или звездных систем. Например, сила тяжести на Юпитере в 2,4 раза превышает земную, значит гиганты ростом 10 метров могут быть и родом оттуда. Множественные доказательства существования гигантов позволяют нам понять истинное прошлое Земли и решить совершенно на другом уровне восприятия так называемые неразрешимые загадки прошлых цивилизаций. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.